До появления в нашем поселке гадалки люди жили обычной и размеренной жизнью. Мой дед Султан работал ветеринаром и занимался лечением домашних животных. Весь поселок знал его и ценил его профессионализм. Дедушка Султан всегда был готов прийти на помощь, когда его звали. Он был любимым врачом всех животных вокруг, а люди тоже не обходились без его советов. В нашем поселке было много фермерских хозяйств, и ветеринаров было несколько, но дедушка Султан был самым востребованным. Его опыт и доброта помогали ему установить теплые отношения с каждым клиентом. Однажды весенним вечером в деревне появилась женщина. Она обошла всю деревню и постучалась в каждый дом. «Мир вам», — сказала она, — «хотите ли вы услышать о своем будущем?» Некоторые из них сразу же закрывали перед ней дверь, а другие приглашали в дом, угощали чаем, слушали с открытыми ушами и даже верили. Одним она сулила богатство и удачу в личной жизни, другим предвещала банкротство и нищету. Так в нашей деревне появилась гадалка. Никто не мог представить, почему ей вообще кто-то поверил. Она не была цыганкой, поэтому у нее не было гипнотических способностей. Возможно, у нее был какой-то дар убеждения или что-то еще. Тем не менее, по какой-то причине большинство жителей деревни верили ее рассказам. Гадалка поселилась в заброшенном доме, в отличие от многих других представителей этой профессии, которые принимают клиентов у себя дома. Наша гадалка ходила одна и не была рада, что к ней кто-то приходит со своими просьбами. Когда гадалка входила в дом, она долго осматривалась, обходя комнаты, иногда со свечами, а иногда просто так, размахивая руками и говоря что-то потусторонним голосом. Ее поведение было очень странным, даже необычным, видимо, потому что люди верили, что она делает необычные вещи. Все думали, значит, она точно знает, что делает. Она должна знать о магии. Невозможно было узнать, кто она, какова ее национальность. Эта женщина всегда ходила в черной одежде, а на голове у нее был черный платок. Вдруг гадалка поспешила прочь. Были и те, кто почти на коленях умолял ее остаться и не покидать деревню. Люди хотели узнать свое будущее. В тот день, необъяснимым образом, все люди в деревне прозрели. Проснувшись, они обнаружили, что из их домов исчезли все ценные вещи: у одних – драгоценности, у других – деньги, у третьих – множество различных ценностей и предметов. Как это могло случиться? Они не могли понять. В доме не было посторонних, только гадалка. Жители деревни собрались и пошли к дому, где она жила. Вот гадалка, вот негодяйка. Мы доверяли ей, а она с такой добротой залезла в собственный карман. Люди были возмущены. «Вот гадина!» – кричали они. «Она будет говорила, а сама отвлекала и воровала наши деньги!» – кричали жители деревни. Либо гадалка ослабила свой гипноз и очарование перед тем, как покинуть бедную деревню, либо все было в порядке, и люди просто верили в то, во что хотели верить. Гадалка увидела в окно разъяренную толпу жителей деревни, выскочила на улицу и побежала к близлежащему шоссе. Она выскочила на дорогу, огляделась, и ее сбила машина. Люди застыли в оцепенении и стояли, хлопая глазами. Вот это да, вот это мгновенная карма. Ошеломленный водитель вышел из машины, встал на колени перед женщиной на тротуаре и взял ее голову в руки. Он пытался как-то помочь ей, но ничего не получалось. «Она умерла», — говорит водитель, сбивший гадалку. Но, как ни странно, она попросила похоронить ее со всеми украшениями. Люди в нашей деревне от природы были добрыми и относились к таким вещам, как последняя воля умершего, с пониманием и даже благоговением. Они решили, что даже такой преступник, как эта гадалка, имеет право на прощение и последнюю волю. В конце концов, они были не так уж богаты, и она не украла так много у каждого из них в отдельности: у кого-то цепочку, у кого-то кошелек деньгами, у кого-то статуэтку, у кого-то серебряную ложку. В деревне было много людей, и было много добра, но все могли позволить себе простить мошенника. Наконец, после недолгого спора, жители деревни решили, что могут удовлетворить ее просьбу и закопать сундук с добычей вместе с ней.
В любом случае, эти предметы больше не принесут никому счастья. По какой-то причине жители деревни решили, что эти предметы уже запятнаны таким поступком, поэтому разрешили ей взять их с собой. Человек, ударивший гадалку, вызвался помочь и организовать похороны, как бы искупая свою вину. На этом все и закончилось. Он сам купил гроб и организовал церемонию. Гадалка была вся в кружевах, красивее, чем при жизни. Макияж был немного страшным, но никто не обращал на это внимания. У нашего народа такой менталитет: тех, кого при жизни готов убить, он хоронит с почестями и вспоминает их только добрыми словами. Вы не поверите, были люди, которые даже плакали на похоронах этого мошенника. Процессия прибыла на кладбище. Гроб поставили на стулья, чтобы отправить усопшего в последний путь, нужно было сказать несколько слов. Кому бы ни сказали, что народ с такими почестями похоронит разбойницу, и что они добровольно положат ей в могилу свои сбережения, он непременно отправил бы всех к врачу. Что они могут сделать? В нашей деревне было так много хороших людей. Возможно, именно поэтому их можно было обмануть. Неподалеку паслась молодая лошадь. Он смотрел в направлении кладбища. Вдруг он бросился прямо к гробу и начал топтать его копытом. Люди кричали: «Что ты делаешь, дурак?» Люди кричали. Они пытались вытолкнуть его из гроба. Но когда они увидели, что вместо тела гадалки в гробу лежала хлопковая кукла, открыли рты и замолчали. Ситуация была шокирующей для всех присутствующих. Люди переглядывались с удивлением, не понимая, как такое могло произойти. Оказывается, гадалка предвидела свою смерть и спланировала все заранее. Она заменила себя на хлопковую куклу, чтобы продолжить свою игру и напугать их. Многие жители деревни были разочарованы и ощутили гнев по отношению к гадалке. Они считали, что она дезориентировала их, обманула их веру в нее. Некоторые люди хотели наказать водителя, сбившего гадалку, но его рядом тоже не было. Молодой конь, вероятно, почувствовал что-то странное или опасное в гробу, поэтому начал топтать его копытами. Это могло быть либо случайностью, либо просто его естественной реакцией на запах или движение. Люди пытались вытолкнуть его, потому что они были смущены его поведением и не понимали, какой смысл этого действия. В итоге события этого дня оставили жителей деревни в шоке и смущении. Они, вероятно, будут долго вспоминать этот инцидент и задавать себе вопросы о доверии, судьбе и реальности окружающего мира. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.